Урок 1. Открыт для предложений. Я не совсем уверен, куда двигаться дальше, но я открыт для предложений. Это хорошее мышление. Что вы думаете о направлениях? Я рассмотрел несколько вариантов, но пока ничего не кажется подходящим. Как насчет того, чтобы исследовать места, известные своей природной красотой? Это звучит великолепно. Я люблю быть на природе, это так освежает. Точно. Это может стать прекрасным спасением от шума и суеты городской жизни. Да. Кроме того, мне бы хотелось прогуляться и насладиться захватывающими дух видами. Это было бы потрясающе. Вы имеете в виду какие-то конкретные места? Пока нет, но я открыт для любых ваших рекомендаций. Урок 2. Приключения в Юго-Восточной Азии. Недавно я посетил страну в Юго-Восточной Азии. Это звучит захватывающе. Посещали ли вы там какие-нибудь известные достопримечательности? Да, я исследовал невероятные храмы и прекрасные пляжи. Ух ты! Обычно это самые яркие моменты в этом регионе. Какой храм впечатлил вас больше всего? Древний храмовый комплекс захватывал дух, архитектура была потрясающей. Я могу себе представить. Должно быть, было интересно увидеть историю вблизи. Абсолютно. У каждого сайта была своя уникальная история, что делало его еще более особенным. Это потрясающе. Мне бы хотелось услышать больше о ваших приключениях там. Буду рад поделиться. Культура и люди были такими же запоминающимися, как и достопримечательности. Урок 3. Привлекательный контент. Для лучшего взаимодействия нам следует сосредоточиться на производстве контента. Да, видео популярны и имеют больше шансов на то, что ими поделятся. Точно. Люди, как правило, больше взаимодействуют с визуальным контентом, чем с текстом. Я согласен. Все дело в быстром привлечении внимания в современном быстро меняющемся мире. Нам следует провести мозговой штурм над идеями для видеороликов, которые найдут отклик у нашей аудитории. Определенно. Интерактивный контент действительно может привлечь зрителей и поддерживать их интерес. Да. Мы также могли бы включить закулисные кадры, чтобы сделать фильм более личным. Это отличная идея. Это помогает зрителю почувствовать причастность к процессу. Точно. Установление этой связи является ключом к удержанию зрителей. Урок 4. Программа «Спорт Канада». Слышали ли вы о спортивной Канаде? Это увлекательная инициатива. Да. «Спорт Канада» — это название программы федерального правительства Канады, направленной на развитие спорта. Точно. Их цель – поощрять участие и достижение высоких результатов в спорте по всей стране. Это фантастика. Важно поддерживать спортсменов на всех уровнях. Абсолютно. Они предоставляют финансирование и ресурсы различным спортивным организациям. Это должно очень помочь в развитии молодых талантов и пропаганде здорового образа жизни. Да. Замечательно видеть влияние на сообщество и участие молодежи. Мне нравится, как спорт может объединять людей и способствовать командной работе. Конечно. Это отличный способ развить чувство принадлежности и дух общности. Урок 5. Французское влияние.
В английском языке очень большое количество французских слов. Это правда. Фактически, сегодняшние английские словари содержат больше слов французского происхождения, чем думает большинство людей. Точно. Многие общие слова, которые мы используем каждый день, взяты из французского языка. Да. Интересно, как язык развивается и впитывает влияние других. Абсолютно. История английского языка полна таких интересных связей. Мне нравится узнавать о том, как разные языки взаимодействуют и формируют друг друга. Я тоже. Это действительно показывает богатство нашего языкового наследия. И знание языков делает изучение языков еще более увлекательным, если знать их влияние. Верно. Понимание этих связей может повысить наше понимание языка. Урок 6. Гражданская ответственность. Абсолютно. Наша обязанность как граждан самообразовываться и способствовать созданию информированного общества. Я полностью согласен. Знание — это сила, и оно помогает нам принимать более правильные решения. Точно. Оставаясь в курсе, мы можем значимо участвовать в жизни наших сообществ. Да. Это необходимо для участия в обсуждении важных вопросов. И это дает нам возможность выступать за перемены, когда это необходимо. Определенно. Мы также должны поощрять других искать знания. Я согласен. Хорошо информированное население ведет к более сильной демократии. Абсолютно. Крайне важно, чтобы мы все принимали участие в этом процессе. Вместе мы сможем создать более заинтересованное и вдумчивое сообщество. Урок 7. Проблемы с паролем. Хорошо, извините, но ваш пароль неверный. Действительно. Могу ли я попробовать еще раз? Я уверен, что ввел его правильно. Конечно. Важно разобраться, чтобы вы могли получить доступ к своей учетной записи. Спасибо. Я ценю вашу помощь в этом. Это расстраивает, когда такие вещи происходят. Я понимаю. Технологии иногда могут быть непростыми, даже при самых лучших намерениях. Точно. На этот раз я перепроверю свою запись. Это хорошая идея. Просто не торопитесь, чтобы убедиться, что это правильно. Я буду. Мне очень нужно войти в свой аккаунт для важной задачи. Без проблем. Давайте позаботимся о том, чтобы мы быстро решили эту проблему. Урок 8. Помогать друг другу. Они передвигаются, но при этом помогают другим людям и друг другу. Это чудесное качество. Это показывает, насколько важна поддержка сообщества. Абсолютно. Приятно видеть, как люди заботятся друг о друге. Да. Сотрудничество может привести к более крепким отношениям и более сплоченному сообществу. Я согласен. Когда мы поддерживаем друг друга, в долгосрочной перспективе выигрывают все. Точно. Это создает среду, в которой люди чувствуют себя ценными и связанными. И это побуждает других делать то же самое, создавая цикл доброты. Да. Небольшая помощь может иметь большое значение в чьем-то дне. Конечно. Мы все должны стремиться оказывать больше поддержки в нашей повседневной жизни. Урок 9.
Гражданская активность. Важно присутствовать среди сограждан и слушать их. Абсолютно. Взаимодействие с другими помогает нам понять разные точки зрения. Да. Вы можете спросить, какую республику мы хотим создать вместе. Это вопрос, заставляющий задуматься. Это побуждает нас задуматься о наших ценностях. Точно. Гражданская активность необходима для здоровой демократии. Я согласен. Мы обязаны участвовать в важных дискуссиях. И защищать права и потребности наших сообществ. Да. Вместе мы сможем построить лучшее будущее для каждого. Давайте продолжим способствовать диалогу и взаимопониманию между нами. Урок 10. Обязанности присяжных. Ответственность часто означает, что одновременно будет вызвано большое количество людей, возможно, несколько сотен. Это правда. Это настоящая задача — управлять таким количеством людей на посту присяжных. Да, и это может быть ошеломляюще для тех, кто призван, особенно если у них есть другие обязательства. Определенно. Я могу себе представить, какой это стресс, когда все совмещаешь. Точно. Вот почему людям важно понимать процесс и свою роль. Верно. Каждый должен чувствовать себя подготовленным и знать, чего ожидать по прибытии. Абсолютно. Четкое общение с судом может помочь облегчить многие опасения. Я согласен. Это гражданский долг, но он не должен быть обузой для призванных. Да, поиск баланса является ключом к обеспечению справедливого отправления правосудия. Урок 11. Оправдание присяжных. Если у вас есть особая причина не быть присяжным, например, плохое здоровье, важно поговорить с должностным лицом. Да, я слышал, что это может быть уважительным оправданием. Очень важно сообщить о вашей ситуации. Точно. У них часто есть процедуры для обработки этих запросов. Это имеет смысл. Приятно осознавать, что есть гибкость для тех, кто действительно не может служить. Абсолютно. Каждый должен иметь возможность представить свою позицию, если это необходимо. Верно. Все дело в том, чтобы каждый мог участвовать честно и эффективно. Да, и это помогает суду поддерживать разнообразное и представительное жюри. Я согласен. Этот процесс должен быть доступен каждому, независимо от его обстоятельств. Определенно. Очень важно, чтобы система правосудия была понимающей и сговорчивой. Урок 12. Варианты отключения электроэнергии. К сожалению, некоторые места недоступны из-за отключения электроэнергии. Это расстраивает. Есть ли поблизости рестораны или кафе, которые еще могут быть открыты? Я считаю, что в нескольких минутах ходьбы есть несколько вариантов. Приятно это слышать. Всегда приятно иметь альтернативу, когда планы меняются. Да. Давайте проверим онлайн, какие места все еще работают. Отличная идея. Надеюсь, мы сможем найти где-нибудь уютное, чтобы перекусить. Абсолютно. Я хотел бы поддержать местный бизнес во время этого сбоя. Я тоже. Это беспроигрышная ситуация, мы добываем еду и помогаем им оставаться на плаву. Точно.
Плюс это возможность попробовать новое место, в котором мы еще не бывали. Урок 13. Начало покупок. Это звучит великолепно. С чего нам начать искать то, что нам нужно? Как насчет этого магазина? Они предлагают множество предметов, которые могут нас заинтересовать. Идеальный. Я люблю исследовать местные магазины в поисках уникальных находок. Я тоже. Всегда интересно посмотреть, что могут предложить разные места. Точно. Иногда можно найти вещи, которые не увидишь в крупных магазинах. Да. Кроме того, поддержка малого бизнеса – это хорошо. Абсолютно. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что мы сможем обнаружить. Я с нетерпением жду этого. Совместный шопинг – это всегда приключение. Конечно. Давайте посмотрим, какие сокровища мы можем обнаружить сегодня. Урок 14. Общественные работы. Однако, в отличие от многих бизнесменов того времени, Пеле верил в общественные работы. Это восхитительно. Воодушевляет видеть, как кто-то уделяет приоритетное внимание отдаче. Да. Он спонсировал множество благотворительных мероприятий и инициатив в обществе. Это фантастика. Это показывает стремление улучшить жизнь других. Точно. Его усилия, должно быть, оказали значительное влияние на многих людей. Конечно. Для успешных людей важно разумно использовать свои ресурсы. Абсолютно. Общественные работы могут привести к долгосрочным изменениям в обществе. Я согласен. Это отличный способ связаться с людьми и удовлетворить местные потребности. Да. Мы все должны подумать о том, как мы можем внести позитивный вклад в жизнь наших сообществ. Урок 15. Гибкие маршруты. Да, пожалуйста, перед входом обязательно наденьте подходящий купальник и примите душ. Да, это. При необходимости мы можем скорректировать наш путь, чтобы учесть предпочтения каждого. Приятно это слышать. Поездка по живописному маршруту всегда доставляет удовольствие. Абсолютно. Виды прекрасны, и это делает путешествие приятным. Точно. Но если времени мало, мы можем пойти более прямым путем. Конечно. Хорошо, когда есть варианты в зависимости от обстоятельств. Да. Гибкость позволяет каждому хорошо провести время. Я согласен. И это позволяет нам адаптироваться к любым неожиданным изменениям. Точно. Давайте иметь это в виду, планируя нашу поездку. Урок 16. Разъяснение обвинений. Конечно, я сделаю все возможное. О каких конкретных обвинениях вы говорите? Я ценю это. В отношении недавних претензий возникли некоторые недоразумения. Да, важно все уточнить, чтобы не было путаницы. Точно. Знание точных сумм поможет нам более эффективно решить проблему. Я полностью согласен. Четкое общение является ключевым моментом в таких ситуациях. Абсолютно. Полезно иметь перед собой все детали. Да. Таким образом, мы можем рассмотреть каждый пункт один за другим. Конечно.
Давайте убедимся, что мы оба находимся на одной волне, двигаясь вперед. Определенно. Я хочу решить эту проблему как можно более гладко. Урок 17. Развлечения на свежем воздухе. Абсолютно. Я с нетерпением жду возможности провести время на свежем воздухе и попробовать новую еду. Это звучит потрясающе. В природе есть что исследовать, наслаждаясь вкусной едой. Да. Это идеальное сочетание приключений и кулинарного удовольствия. Я полностью согласен. Думали ли вы о каких-то конкретных местах, которые стоит посетить? У меня есть. Я думаю о том, чтобы поехать в национальный парк и устроить пикник. Это звучит идеально. Мы можем насладиться пейзажами и вкусными угощениями. Точно. Я возьму с собой перекус, и мы сможем вместе насладиться свежим воздухом. Я не могу дождаться. Нет ничего лучше, чем поесть на свежем воздухе в прекрасный день. Конечно. Это лучший способ оценить природу, наслаждаясь вкусной едой. Урок 18. Фитнес-программа. Мне нравится совмещать кардио и силовые тренировки для тренировки всего тела. Это отличный подход. Это делает вещи сбалансированными и интересными. Точно. Кардио помогает повысить выносливость, а силовые тренировки укрепляют силу. Да. Важно включить оба элемента в программу тренировок. Я согласен. Кроме того, включение этого режима дает мне мотивацию оставаться активным. Конечно. Разнообразие действительно может повлиять на достижение ваших целей. Абсолютно. Я обнаружил, что мне больше нравятся тренировки, когда они разнообразны. То же самое. Приятно бросать себе вызов разными способами. Да. Давай как-нибудь спланируем совместную тренировку. Урок 19. Культурное погружение. Абсолютно. Я люблю погружаться в разные культуры каждый раз, когда путешествую. Это чудесно. Знакомство с новыми культурами добавляет глубины вашим путешествиям. Да. Это открывает вам глаза на различные традиции, еду и образ жизни. Точно. Каждая культура имеет свое уникальное очарование, которое стоит изучить. Я согласен. Изучение местных обычаев делает этот опыт намного богаче. Конечно. Это позволяет вам общаться с людьми на более глубоком уровне. Да. Я всегда стараюсь общаться с местными жителями, чтобы узнать их точку зрения. Это отличный подход. Это отличный способ расширить ваше понимание. Абсолютно. Я воодушевлен культурным опытом, который меня ждет впереди. Урок 20. Приглашение на обед. Здравствуйте, Анна. Это Джон. Я звоню узнать, не хочешь ли ты пообедать завтра? Это звучит великолепно. Я бы хотел наверстать упущенное. У вас есть место на примете? Да, я думал о новом итальянском ресторане в центре города. Я слышал об этом хорошие отзывы. В какое время ты думал? Как насчет полудня? Обычно тогда здесь меньше людей. Идеальный. Я буду там. Будет приятно расслабиться и пообщаться за едой. Абсолютно.
Я с нетерпением жду этого. Прошло слишком много времени с нашей последней встречи. Это действительно так. Давайте постараемся наслаждаться каждым моментом. Согласованный. Увидимся завтра в полдень. Урок 21. Примерка одежды. Большой. Не забудьте примерить их и посмотреть, как они себя чувствуют перед покупкой. Это разумный выбор. Очень удобно иметь такие возможности. Конечно. Всегда лучше убедиться, что все подходят правильно. Точно. Иногда вещи выглядят хорошо на вешалке, но не в носке. Это так верно. Я уже совершал эту ошибку раньше, и это меня разочаровало. Да, примерка имеет решающее значение для комфорта и стиля. Обязательно учту это при покупке. Хорошая идея. И если вам нужно второе мнение, я буду рад помочь. Спасибо. Я ценю это. Если с вами будет друг, шопинг станет еще интереснее. Это действительно так. Давайте запланируем поход по магазинам в ближайшее время. Урок 22. Использование бизнес-центра. Отличный. Я обязательно воспользуюсь бизнес-центром во время моего пребывания. Да, мне нужно успеть поработать, пока я здесь. Я понимаю. Замечательно, что можно совмещать работу и отдых. Точно. Я могу закончить свои дела и при этом наслаждаться временем. И если вам понадобится помощь, просто дайте мне знать. Спасибо. Я ценю вашу поддержку. Это имеет значение. Конечно. Мы даже можем выпить кофе во время ваших перерывов. Это звучит идеально. Это поможет мне оставаться свежим. Урок 23. Шикарные серьги. Эти серьги выглядят очень шикарно. Они определенно могут украсить любой наряд. Я знаю. Они добавляют только нужную нотку элегантности. Точно. Удивительно, как аксессуары могут преобразить образ. Да. Простой наряд может стать потрясающим с правильными серьгами. Я согласен. Есть ли у вас любимая пара, которую вы часто носите? Я делаю. У меня есть пара серебряных обручей, которые мне очень нравятся. Они звучат прекрасно. Обручи – такой классический выбор. Да. Они подходят практически ко всему и довольно универсальны. Конечно. Мне стоит подумать о приобретении себе хорошей пары. Урок 24. Сервировка стола. В центре длинного стола сидел видный человек со своими последователями. Это звучит как сцена, наполненная смыслом. Кто это был? Это был лидер, окруженный своими учениками, обсуждавший важное дело. Интересный. Должно быть, это была оживленная дискуссия. Да, они вели глубокие беседы о своей миссии. Представляю энергию этой комнаты. Лидерство очень важно. Точно. Динамика в таких условиях может сильно повлиять на решение. Я согласен. Интересно наблюдать, как лидеры вдохновляют своих последователей. Да. Каждый голос дополняет общее видение, которое они разделяют.
Урок 25. Пробуем новые блюда. Не совсем. Я открыт для того, чтобы пробовать разные кухни. Есть рекомендации. Абсолютно. Вы когда-нибудь пробовали тайскую еду? Он полон вкуса. Я нет. С каких блюд посоветуете начать? Вам обязательно стоит попробовать пад-тай, это классика и очень популярная. Звучит вкусно. Я всегда готов к чему-то новому. Большой. Вам понравится, насколько свежий и яркий вкус. Я с нетерпением жду возможности исследовать различные кулинарные впечатления. Я тоже. Еда — это само по себе приключение. Давайте запланируем гастрономический пикник в ближайшее время. Урок 26. Кофе и разговоры. Как насчет того, чтобы выпить кофе во время перерыва и обсудить наши идеи? Звучит отлично. Я также хотел бы услышать о вашем недавнем проекте. Буду рад поделиться. Это было довольно интересное путешествие. Мне не терпится услышать все подробности. С какими проблемами вы столкнулись? Их было немало, но они помогли мне расти и учиться. Вот в чем дело. Мне нравится, как трудности могут привести к новому пониманию. Точно. Давайте обязательно продуктивно пообщаемся за чашечкой кофе. Да. Было бы здорово сделать перерыв и пообщаться. Я с нетерпением жду этого. Всегда приятно обмениваться идеями. Урок 27. Варианты транспорта. Да, это около 30 минут на такси. Туда тоже ходит автобус. Я верю, что есть. Автобусы могут стать отличной альтернативой транспорту. Приятно это знать. Возможно, это сэкономит немного денег на командировочных расходах. Точно. Кроме того, это возможность увидеть больше территории. Истинный. Я люблю узнавать место с помощью общественного транспорта. Да. Это дает вам другой взгляд на город. Я проверю расписание автобусов, чтобы узнать, когда отправляется следующий. Отличная идея. Я присоединюсь к вам, если вы хотите исследовать вместе. Звучит весело. Давайте проведем этот день. Урок 28. Политический контекст. Многие республиканцы считали, что демократы могут потерпеть поражение в 2000 году. Интересный. Какие факторы способствовали такому убеждению? Было несколько проблем, в том числе экономические проблемы и общественное настроение. Я понимаю, как эти факторы повлияют на политические стратегии. Да. Это было поворотное время в американской политике. Определенно. Выборы могут изменить ход истории. И динамика отношений между партиями также может резко измениться. Абсолютно. Понимание этих контекстов имеет решающее значение для информированного голосования. Интересно анализировать, как события прошлого формируют текущую политику. Урок 29. Оставайтесь активными. А ты? В последнее время я стараюсь вести активный образ жизни. Замечательно. Я изо всех сил пытался найти мотивацию для регулярных тренировок. Я понимаю. Может быть сложно оставаться в форме.
Да. Иногда мне просто нужен толчок или приятель по тренировке. Это хорошая идея. Если к вам присоединится кто-то, это может сделать процесс более приятным. Точно. Кроме того, он возлагает на вас ответственность за достижение ваших целей в фитнесе. Давайте спланируем некоторые мероприятия вместе. Мы могли бы мотивировать друг друга. Мне бы это понравилось. Будет интересно поделиться путешествием. Большой. Давайте назначим даты наших тренировок в ближайшее время. Урок 30. Стратегический прогресс. Развитие наших вооружений, от которого главным образом зависит все остальное, имеет решающее значение для нашей стратегии. Абсолютно. Очень важно понимать, как наши ресурсы соответствуют нашим целям. Да, и наличие четкого плана помогает нам измерять нашу эффективность с течением времени. Точно. Отслеживание прогресса гарантирует, что мы сможем корректировать нашу тактику по мере необходимости. Верно. Все дело в оптимизации наших усилий для достижения наилучших результатов. Я согласен. Регулярные оценки могут помочь нам оставаться на правильном пути. Конечно. Давайте позаботимся о том, чтобы у нас была система для тщательного контроля за этим. Определенно. Это повысит нашу общую производительность и повысит нашу ответственность. Я рад, что мы с вами согласны в этом вопросе. Давайте устроим нашу первую обзорную встречу. Урок 31. Приключения на машине времени. Ко мне приближалась фигура, я побежал к своей машине времени и прыгнул в нее. Это звучит захватывающе. Удалось ли вам сбежать вовремя? Еле-еле. Я настроился на 21 век, надеясь обрести безопасность. Ух ты! Каково было, когда вы приехали? Это было увлекательно. Виды и звуки настолько отличались от моего времени. Я могу только вообразить. Столкнулись ли вы сразу с какими-либо трудностями? Да, поначалу привыкание к технологии было довольно трудным. Бьюсь об заклад. Должно быть, было интересно видеть, как сильно изменился мир. Абсолютно. Мне не терпится изучить все, что может предложить эта новая эра. Урок 32. Изменение природы. Нехорошо, если вас ужалила пчела, но это тоже может привести к интересным превращениям. Это правда. Подобно тому, как гусеница превращается в бабочку, у природы есть свои сюрпризы. Точно. Удивительно, как некоторые трудности приводят к прекрасным результатам. Да. Процесс перемен может быть трудным, но в конечном итоге полезным. Я полностью согласен. Это напоминает нам, что рост часто происходит из-за дискомфорта. Абсолютно. Принятие перемен может привести к выдающимся результатам. Конечно. Любой опыт, хороший или плохой, способствует нашему развитию. Мне нравится эта перспектива. Это отличный способ увидеть взлеты и падения в жизни. Да. Давайте помнить об этом, отправляясь в путешествие.